Всем привет! Сегодня приготовим меню на целый день. Первым приготовим очень легкое блюдо из лаваша, которое нравится всем. Такие трубочки прекрасно подходят на завтрак, на перекус или к супу. Готовится максимально просто и быстро. 4 вареных яйца трем на крупной терке. – 150 грамм колбасы нарезаем кубиками. Можно использовать любую колбасу или вареное мясо. – 200 грамм сыра трем на крупной терке. Пучок зелени нарезаем ножом. Я взяла петрушку и укроп. Также можно использовать зеленый лук. В миску насыпаем тертый сыр, нарезанную колбасу, яйца и зелень. Все немного солим, но не забываем, что сыр и колбаса уже соленые. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Берем лист лаваша и разрезаем его на полоски шириной около 20 см. Я разрезала лист лаваша на 3 примерно одинаковые части. На кусок лаваша кладем приготовленную начинку. Все сворачиваем трубочкой, подворачивая лаваш по бокам, чтобы не выпадала начинка. Таким методом готовим все трубочки. Этого количества начинки мне хватило на 12 таких трубочек. Я использовала 4 листа лаваша. Все трубочки с начинкой выкладываем на противень. Одно яйцо разбиваем в миску, немного его солим и взбиваем вилкой. Взбитым яйцом смазываем все трубочки. Сверху посыпаем кунжутными семечками, но это по желанию. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 10-15 минут. Трубочки готовы. Выкладываем на доску или блюдо и подаем на стол. Трубочки из лаваша с начинкой, запеченные в духовке, получились очень вкусными и сытными. Готовится очень просто и быстро. Обязательно их приготовьте. Такое блюдо понравится всем. На обед приготовим легкий суп на каждый день. Это простое блюдо отлично подходит для каждодневного меню. Такой суп простой в приготовлении, ароматный и сытный. В 3-литровую кастрюлю наливаем примерно 2-2,5 литра воды и ставим на огонь. Пока греется вода, 350 грамм картофеля нарезаем небольшими кусочками. В горячую воду кладем подготовленный картофель. Варим после закипания примерно 5 минут. Если образуется пена, то ее желательно снять. Картофель варится уже 5 минут. Добавляем 4 столовых ложки промытой гречки. Все перемешиваем и варим еще примерно 15 минут. Пока варится гречка с картошкой, подготовим остальные ингредиенты. 200 грамм шампиньонов моем и нарезаем пластинками. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. На разогретую сковороду кладем нарезанные шампиньоны. Готовим их на большом огне до испарения всей жидкости. Когда вся жидкость из грибов испарилась, в сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук с грибами до золотистости лука. Сюда же добавляем тертую морковь. Готовим еще примерно 1-2 минуты и снимаем с огня. Картофель с гречкой уже сварился. Добавляем в кастрюлю пассировку с грибами. Суп солим примерно половиной столовой ложки соли.
Перчим черным молотым перцем. И кладем 1 лавровый лист. Все перемешиваем. Когда суп закипит, добавляем нарезанную зелень. Я добавила замороженный укроп. Все перемешиваем и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с гречкой и грибами получился ароматным и вкусным. Готовится очень просто и быстро. Он отлично подходит для обеда на каждый день. К супу приготовим бутерброды с творогом. Готовятся они сложно и из самых обычных продуктов. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем ломтики батона. Подсушиваем батон с одной стороны до румяной корочки. По желанию подсушить батон можно без масла, на сухой сковороде или в духовке. Остывшие ломтики батона натираем чесноком. Два вареных яйца трем на мелкой терке. Пучок укропа измельчаем ножом. В миску насыпаем 200 грамм творога, тертые яйца, нарезанный укроп. Все немного солим. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1 чайную ложку сладкой молотой паприки. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Все перемешиваем. Творог можно использовать любой жирности. Я использовала 9%. Берем подготовленный ломтик батона и выкладываем на него начинку. Равномерно распределяем по всей поверхности. Этого количества начинки мне хватило на 12 ломтиков батона. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с творогом получились очень вкусными. В них прекрасно сочетается яично-творожная начинка и хрустящий хлеб с легким ароматом чеснока. На десерт будем готовить нежное и ароматное печенье из творога и яблок. Готовится оно быстро, просто и без лишних хлопот. В миску кладем 400 грамм творога. Я использую творог жирностью 5%, но можно взять творог любой жирности. Сюда же разбиваем 2 яйца. Насыпаем 100 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем вилкой, немного разбивая творог. В эту массу наливаем 100 грамм растопленного сливочного масла. Все перемешиваем до однородности. 3 яблока среднего размера разрезаем на четвертинки. Вырезаем середину и очищаем кожуру. Очищенные яблоки нарезаем кубиками. Подготовленные яблоки добавляем в миску. Все перемешиваем. Насыпаем примерно половину муки. И сюда же добавляем 10 грамм разрыхлителя для теста. Опять перемешиваем сначала вилкой, потом руками. Мне понадобилось примерно 300 грамм муки. Количество муки зависит от влажности творога. Муку всю сразу не насыпайте. Вымешивайте тесто и смотрите на его консистенцию. Тесто должно получиться мягким и в то же время быть достаточно густым, чтобы из него можно было скатывать шарики и они держали форму. В отдельную тарелку насыпаем 50 грамм сахара и добавляем 1 столовую ложку корицы. Все перемешиваем. Из приготовленного теста скатываем шарики. Это удобно делать мокрыми руками, чтобы тесто не так сильно прилипало к рукам.
Готовый шарик обваливаем в сахаре с корицей. Печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Таким методом готовим все печенье. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 20 печений. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 40-45 минут. Печенье готово, даем ему немного остыть. Выкладываем его на блюдо и подаем на стол. Печенье с творогом и яблоками получилось очень вкусным, нежным и ароматным. Особый неповторимый вкус придает яблоки и корица. Готовится оно просто и достаточно быстро. На ужин приготовим настоящую кулинарную находку. Всего 15 минут, и у вас на столе сочный, хрустящий и очень вкусный рулет. Это именно тот рецепт, который стоит попробовать. У перца срезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем серединку с семенами. Перец нарезаем сначала пластинками, а затем небольшими кубиками. Верхнюю и нижнюю часть тоже нарезаем кубиками. Кладем в миску. Один огурец также режем кубиками. Добавляем в миску к перцу. 2 помидора среднего размера нарезаем кубиками. Тоже кладем в миску. Сюда же добавляем 1 банку консервированной кукурузы. 1 баночку тунца в масле немного разминаем на более мелкие части. Тунец делает закуску сытной и вкусной. А чем вы бы его заменили? Курицей, крабовыми палочками или может у вас есть свой секретный ингредиент? Поделитесь своим мнением в комментариях. 1 небольшую луковицу нарезаем кубиками. Тоже добавляем в миску. Все немного солим и перчим черным молотым перцем. Добавляем 180 грамм крем-сыра. Все перемешиваем. За счет сока из овощей сыр станет мягче и легко распределится по овощам. А чем вы бы заправили такую начинку? Напишите, будет интересно почитать. Берем лист лаваша и разрезаем его на 2 части. На каждый лист лаваша выкладываем начинку. Подворачиваем лаваш по бокам и скручиваем в рулет. Из этого количества начинки у меня получилось 6 таких рулетов из лаваша с начинкой. На горячую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем закуску. Обжариваем до румяности сначала с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону и тоже обжариваем до румяной корочки. Готовую закуску выкладываем на блюдо и подаем на стол в теплом виде. Закуска из лаваша с овощами и тунцом получилась очень вкусной, сочной и сытной. Готовится она просто и достаточно быстро. Такая закуска понравится всем, и взрослым, и детям. Обязательно ее приготовьте и поделитесь своим впечатлением.